Вы когда-нибудь терялись в океане полезной информации? Музыка – это не только искусство, но и система. На моем канале все структурировано. Каждый плейлист и курс направлен на то, чтобы вы смогли реализовать свои музыкальные мечты. Сегодня я покажу, как легко и удобно пользоваться этим ресурсом, как сориентироваться в этом музыкальном лабиринте и найти то, что нужно именно вам. На моем канале у вас есть все для развития. От уроков для новичков до глубокого погружения в историю музыки. После просмотра этого видео вы будете точно знать, как сделать вашу работу с материалами канала максимально эффективной. Итак, буду рассказывать о каждом из плейлистов, как с ним работать, что к нему прилагается, если это курс с несколькими схемами проведения уроков. Покажу вам наглядно, где искать каждый плейлист и как их структурированно изучать для максимальной эффективности. То есть в этом видео вы найдете пошаговые рекомендации. Новичкам, с каких именно базовых, практических и теоретических уроков и аналитических плейлистов следует начать, а продвинутым пианистам-любителям следите за плейлистами о музыкальных эпохах, о композиторах и пианистах. Все курсовые плейлисты практикоориентированы. Они разделены на части, имеют несколько схем проведения уроков, некоторые имеют лекции в PDF-формате, ноты и возможность заниматься со мной лично хоть каждый день. А любителям истории следите за плейлистами о музыкальных эпохах, о композиторах и пианистах. Так что уже сейчас подписывайтесь, напишите в комментариях, какие темы и плейлисты вам особенно интересны. Не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Вам не сложно, а мне приятно. Ну и самое главное, все ссылки на плейлисты и курсы будут в закрепленном комментарии. Если что-то не найдете, напишите, я подскажу. Итак, начну с курсовых плейлистов, самых старых, с которых и начался этот канал. И самый важный из них – про пиано. Онлайн-курс игры на фортепиано и музыкального развития для взрослых из 113 уроков. Обучение профессиональной постановке рук, развитие координации обеих рук, обучение приемам звукоизвлечения, изучение основы музыкальной грамоты, чтение по нотам, разучивание композиций для вашего репертуара, в плейлисте их 94, также обучение основам композиции и подбору на слух, аранжировка песен и композиций с использованием джазовых аккордов. Это в бесплатных и платных схемах проведения уроков, коих для этого курса 4. С тет-а-тет уроками на 4 камеры по 1,5 или 2 часа. К курсу также прилагаются ноты 94 композиций, которые здесь разбираем, и 36 теоретических лекций. Каждую лекцию мы разбираем совместно с помощью 2 пакетов разноформатных заданий – практических за фортепиано, письменных, творческих, ритмических. Работа над вашим пианистическим аппаратом при помощи специальных упражнений и репертуаром под моим контролем по умолчанию. Чему вы научитесь, занимаясь по курсу про пиано? Освоите основы музыкальной грамотности, научитесь определять ноты, длительности, паузы, размеры, базовые штрихи, получите представление о тональностях и ладах. Научитесь записывать нотами простые мелодии и ритмические рисунки, улучшите музыкальный слух и память, чувство ритма. Освоите правильную посадку за инструментом и постановку рук. Научитесь играть любимые песни и другие современные или классические композиции 2 руками в простой и понятной аранжировке. Научитесь самостоятельно снимать на слух композиции, подбирая правильную красивую гармонию, научитесь их грамотно анализировать. Курс состоит из 3 частей, подходит взрослым и детям с 11 лет. По этому курсу я работаю с учениками уже 10 лет, даже больше. 2 раза его редактировала и обновляла, но в любом случае под каждого ученика я его подгоняю заново, так как каждый ученик индивидуален. Бонусом идет мой легендарный плейлист «Упражнения Ганона на фортепиано без нот для пианистов-любителей», в котором я разбираю суперполезные и действенные упражнения по формулам без нот, упражнения на силу, ловкость, беглость пальцев.
Для эстетов же могу предложить еще один бонус-курс к основному курсу про пиано. Это плейлист с джазовыми упражнениями, минуэтами, этюдами и пьесами для начинающих Оскара Питерсона. Следующий курс – пазл пиано для детей от 4 до 10 лет. Это курс игры на фортепиано и музыкального развития из 72 уроков. По сути, это планы домашних уроков для детей и их родителей. Методический комплекс, который состоит из учебно-методического пособия детского курса пазл пиано, родительская версия, то есть это поурочный план из 72 уроков в PDF-формате. Состоит из видеопланов проведения уроков, то есть этот плейлист, это разъясняющие видеоуроки для родителей. 2 рабочие тетради, наглядные материалы, набор раскрасок по разным музыкальным темам, 18 типов карточек, пособие музыкальной стихи и загадки, ноты начальных композиций для курса в качестве показа выбора уровня композиции для разучивания. С них вы и можете начать. Курс состоит из 4 частей. Наиболее важные критерии во время прохождения детского курса пазл пиано – это развитие музыкального слуха и памяти, звуковысотного, ритмического, тембрового, формирование элементарных певческих способностей у детей, развитие их музыкально-ритмических ощущений в соответствии с характером музыки, будь то марш, вальс, полька, мазурка, минуэт, хоровод и так далее. Учет достижений ребенка в разных видах музыкальной деятельности, фиксирование внимания на его потенциальных возможностях и способностях. Достижения здесь не сравниваются с достижениями других детей, как в школе, а лишь с его собственными. Создание условий для обогащения детей впечатлениями, которые могут быть использованы в музыкальной игре. Например, это отгадывание музыкально-ритмических загадок, это просмотр музыкально развивающих мультфильмов и телепередач, ссылки на которые я оставляю каждый урок в качестве дополнительного материала. В целом это приобщение к мировой музыкальной культуре. Преимущества, которые вы получите, прежде всего, это домашнее, индивидуальное музыкальное обучение и подготовка к музыкальной школе, 72 видеоурока, методическое пособие для родителей, поурочный план для 72 уроков в приложении Google Classroom для контроля процесса музыкального развития родителями, 2 специальные рабочие тетради, большой список полезного бесплатного видеоматериала для лучшего понимания процесса обучения фортепиано и музыки в целом, ну и контролируемое родителям индивидуальное изменение нагрузки в зависимости от личных качеств, желаний и целей ребенка. Курс имеет 3 схемы проведения уроков, 1 бесплатная, 2 платные, и отлично подходит в качестве подготовительного курса для поступления в 1 и даже сразу во 2 класс музыкальной школы. Следующий курс, музыковедческий, исторический, называется «Музыкальная эрудиция». Курс составлен для взрослых и представляет собой учебно-методический комплекс, объединяющий в себе знания из таких областей искусствознания, как теория музыки, то есть комплекс дисциплин музыковедения, занимающихся теоретическими аспектами музыки, это гармония, полифония, музыкальная форма, сольфеджио, теория современной композиции и музыкального содержания, общее инструментоведение, история и социология музыки, то есть отрасль музыковедения, изучающая музыку по эпохам, по странам и по школам, а также аспекты ее социального бытования. Философия музыки, то есть изучение таких вопросов, как вопросы происхождения и определения музыки, вопросы музыки в социуме, этико-мировоззренческие установки, вопросы, связанные с различными аспектами взаимоотношения музыки с другими видами искусства. Также затрагивается область музыкальной психологии и эстетики,
то есть дисциплины, которые занимаются изучением различных психологических и эстетических аспектов музыкального языка и строения произведений, их воздействия на различные компоненты человеческой психики. Ну и музыкальная критика, анализ, оценка произведений музыкального искусства. Курс полностью бесплатный, вы можете смотреть уроки в данном плейлисте. Он состоит из 16 видеоуроков и будет интересен и полезен абсолютно всем для повышения эрудированности в данном вопросе. Следующий курс – джазовая гармония, который я всегда советую изучить сразу же тем, кто у меня заканчивает про пиано. Курс состоит из 9 практических уроков и представляет собой онлайн учебно-методический комплекс, состоящий из 9 видеоуроков лекционного формата со схематическими и реальными наглядностями за фортепиано, в которых собрана необходимая для музыкального обучения хорошая база знаний. И 9 поурочных лекций в PDF-формате. Лекции – это подробный, специально подобранный и иллюстрированный материал, с которым вам станет легче ориентироваться в терминах, способах игры, таблицах данных в этих видеоуроках. Курс составлен для подростков старше 11 лет и взрослых, чтобы владеть инструментом в современной манере на любительском уровне и иметь возможность играть и интересно гармонизировать по слуху любимые мелодии. Если есть такая задача, то ее решение в развитии гармонического слуха на упражнениях по построению гармонических последовательностей. И, безусловно, это не может происходить наобум в режиме алогичного подбора подходящих трезвучий и их обращений и тому подобное. Нужна система. Здесь вы ее получите. На курсе я предлагаю базироваться не на классических трезвучиях и септаккордах, а на джазовых и сразу в условиях современно-джазового голосоведения, так как для возможности интересной гармонизации мелодий в современной манере необходимо развивать логически оправданное предчувствие современных гармонических решений. Если у ученика уже имеется академическая база теоретических и пианистических знаний, то можно дополнительно разбирать и играть современно-джазовые композиции по нотам. Это возможно для учеников 3 и 4 схем проведения уроков. То есть я параллельно для вас подбираю интересные композиции для анализа и последующей работы за инструментом. Также раньше был курс музыкальной теории, который так и назывался. В нем было 24 урока. Это полноценный курс основ теории музыки, основ классического анализа музыкальных произведений, основ классической и современно-джазовой гармонии, необходимой для полной свободы во вселенной музыкально-теоретических знаний. Сейчас все эти уроки закрыты, планирую их обновлять. В целом, вся эта же база изучается на курсе про пиано. И если вы начнете заниматься по нему, вы ничего не потеряете. Сейчас в плейлисте курса музыкальной теории вы найдете только несколько видео про ритмические последовательности. Как считать длительности в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Также ритмические последовательности для 2 рук. Ну и в целом видео о том, что такое музыкальные размеры. Как их считать, как группировать длительности в такте, что такое ритм, пульс, метр, как определить двудольность и трехдольность в музыке, что такое сложные и смешанные размеры в музыке, как их считать, что такое переменный размер и так далее. Курс имел 3 схемы проведения уроков. В качестве бонуса к нему идет плейлист курса «Сольфеджио самостоятельно. Планы уроков». В нем сейчас 13 уроков и те же видео с ритмическими последовательностями для прокачки. Это все плейлисты моих платных курсов, которые имеют и бесплатные схемы проведения уроков. Но не все, над которыми я продолжаю работать уже почти 10 лет.
Далее, следующий плейлист, о котором я хотела бы рассказать, это плейлист «Историко-познавательные видео о музыке». В нем вы найдете видео про китайскую школу пианизма, очень хайповую в наше время. Рассказываю про китайский фортепианный бум, про знаменитых пианистов из Китая, про китайскую музыкальную школу академического искусства в целом и историю возникновения китайского пианизма в частности. Почему китайские пианисты лучшие в мире, кто стоял у истоков формирования китайской фортепианной школы, какую роль сыграли русские педагоги для китайского музыкального образования, по каким системам учат китайских детей, к чему стремятся китайские родители в обучении. Также в плейлисте несколько рейтингов величайших пианистов всех времен и народов, рейтинг лучших на 2024 год по нескольким версиям музыкальных порталов. Рассказываю о таких композиторах, как Чайковский, Рахманинов, Таривердиев, Бабаджанян, Шостакович, Бородин, Глазунов, Моцарт, Ференц Лист, Фредерик Шопен, Филипп Гласс, Рихард Вагнер, Эрик Сати, Джордж Гершвин, Александра Пахмутова, Игорь Корнелюк и о многих других. Рассказываю, почему в России веками снова зачищают интеллигенцию, кому выгодна эта деградация. Сознательная зачистка поля от неудобных вопросов, сложных мыслей и альтернативных мнений. Политика, неизменно ведущая к культурному упадку. Про репрессии против мыслящих людей, которые приводили к стагнации и деградации общества тогда и привели еще в большей степени сейчас. Кто такие иноагенты и русофобы? О том, как в искусстве отражается политическая среда, как люди искусства реагируют на политические события, выражают протесты, поддержку и критику. Привожу связи с культурной революцией в Китае и советскими репрессиями при Сталине и позже. Рассказываю о путинской ботаферме, о криминализации высказываний, про аресты и преследования инакомыслящих лучших умов, про цензуру и блокировки в искусстве, про лишение работы и социальных статусов лучших умов, их изоляцию, ограничение свободы и творчества, моральное давление и травлю, экономическое давление, объявление иностранным агентам, эмиграции и тому подобное. Грабли, на которых народонаселение ничему не учится. Но и невозможно обойтись без термина «враг народа», и в некоторых видео этого плейлиста я нашла 4 схожих приема советской власти и современной путинской России. Стигматизацию через ярлыки, контроль через страх, ограничения, тюремное заключение. Безусловно, вспоминается Павел Кушнир, ну и репутационные и профессиональные последствия. Также есть несколько видео про советский плагиат «Кто у кого украл», про расписание Дня великих композиторов, про таких пианистов, как Мария Юдина, сестры Буланже, Евгений Кисин, трилогия про семью Гнесиных, которые известны тем, что создали музыкальные учебные заведения. Конечно же, про Карла Черни и пользу его знаменитых этюдов, про японскую методику Шиничи Судзуки, про уроки музыки в современных российских школах с Шаманом, Газмановым и Любе вместо системы Кабалевского, да и в целом про взаимодействие культуры и нацизма, про культуру Третьего Рейха. А Третий Рейх произвел на человеческую цивилизацию глубокое воздействие, как известно. Так что рассказываю и о том, каким был образ жизни и культурная повестка в Третьем Рейхе, про связь нынешнего и того времени через фразу «Зачем нам мир, если в нем не будет?» Подставьте свой вариант. Следующий плейлист – полезные советы в обучении музыки и фортепиано в частности. Здесь вы можете ознакомиться как с моими субъективными мыслями по поводу музыкального развития, обучения фортепиано, теории музыки и музыкальной истории, так и с мыслями по поводу обучения музыки и музыкального развития для детей и взрослых в целом. В плейлисте видео про ритуалы и привычки пианиста, использование и помощь новейших технологий, таких как ChatGPT, Obsidian, про тайм-менеджмент пианиста в целом и самостоятельную работу за инструментом в частности, про этапы работы над произведением, творческий процесс,
стадии развития игры, мышления, выносливость, музыкальный слух, волнение на сцене, что такое быть пианистом, его сознательное и бессознательное, как успешно решать все задачи, развивать внутренние, мелодические, гармонические, звуковысотные виды музыкального слуха, как запоминать музыкальное произведение, про повседневные ошибки, использование видео и аудиозаписей своей игры, про периоды регресса, про то, зачем произведению, которое вы учите, иногда нужно отлежаться, про феномен исполнительской мазни, про трактовку темпов, да и в целом для совсем зеленых, как соединить руки при игре на фортепиано, что такое музыкальные размеры и группировка в такте, что будет, если продолжать играть зажатыми руками, как получить в подарок переигранные руки, еще не научившись играть, и как работать с болью, усталостью, моментами микроотдыха при игре на фортепиано. Про повторение и честность. В плейлисте есть видеоплан каждодневного урока пианиста-любителя, ответ на вопрос, почему акустическое фортепиано фетиш, список учебников для музыкантов, постигающих азы, про тряску рук при игре, про профессиональные заболевания рук пианистов, про двигательные дефекты, упражнения для профилактики зажатости, видео про подготовку к выступлению на сцене, классические способы проверки музыкальных способностей, про посадку и положение пальцев, про игру гамм, аккордов и арпеджио, про штрихи, сборники упражнений для развития техники, помимо упражнений Ганона. Также ответы на вопросы: изжила ли себя музыкальная школа, можно ли избавиться от приставучей мелодии, можно ли научиться играть с рук, как учить программу на лето для музыкальной школы, как ухаживать за своим акустическим фортепиано, можно ли сформировать исполнительские навыки, играя только произведения, как дирижировать в разных размерах, как отдыхать уморенному пианиной, как включить режим пианиста отдохнувшему, как играть быстро, но с головой. В целом, что делать для своего музыкального развития, как относиться к таким дисциплинам, как теория музыки, сольфеджио, гармония, что делать, если хотите бросить музыкалку, а также наглядный план чтения нот с листа, советы от Маргарет Лонг, Генриха Нейгауза, учителя Рихтера, а также Ферруччо Бузони и Роберта Шумана. Ну что может быть круче? Идем дальше. Плейлист «Мотивация и демотивация для музыкантов, особенно для пианистов». Здесь собраны самые мотивирующие и демотивирующие ролики, как вы уже поняли. Повседневные советы от Николая Метнера, Сергея Рахманинова, Святослава Рихтера, Роберта Шумана. Разбираем вопросы потолка технического уровня пианиста, вредные привычки музыкантов. Какой смысл вообще быть пианистом? Про поздний музыкальный путь, периоды регресса, ошибки, выбор профессии, необходимость волевого поведения. Разбираем вопрос, что дает музыкальная школа, чего не хватает, как помочь ученику музыкальной школы справляться с рутиной. Нужно ли вообще знать ноты, чтобы что-то там изображать. Про виды одаренности музыкантов, кнут и пряник и многое другое. Плейлист «Сущность музыкальная». Анализируем и разбираем на атомы такие понятия, как абсолютный слух, виды музыкальных интеллектов, виды музыкальной памяти, виды музыкального слуха, разницу в виртуозности и виртуозничестве, псевдоэмоции и многое другое. В плейлисте «Как работали, преподавали и учились композиторы» вы найдете видео про рабочие бытовые будни Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Стравинского, Шумана, Баха, Моцарта, Бетховена, Листа, Шопена, Карла Черни и Рахманинова. В плейлисте советы ученикам музыкальных школ про стадии развития игры пианиста, про чтение нот с листа,
про учебники, систему обучения Рахманинова его педагогом Зверевым, про творческий процесс работы над произведением, про мифы об обучении игре на фортепиано и про привычки. В плейлисте топы интересных фактов о композиторах, соответственно, топы про Шостаковича, Филиппа Гласа, Скрябина, Равеля и многих других. В специальном плейлисте «Культурная деградация. Культурное наследие», чтобы не оставлять спойлеров, мы разбираем бас-пердеж, позор российских музыкантов всех мастей, озлобленность и накрутку довоенного общества до 22 года, про гопоту, творческих рабов, богоизбранность, межнациональную рознь, психологию толпы, социальный сон, культурный код совка головного мозга, культурную революцию и русоцентризм, денацификацию и ксенофобию, желание изгадить и опорочить прекрасное. Разбираем вечный гимн русской эмиграции, перестройку, путинизм, русофобию и иноагентство. Также культурную столицу с гопниками, список порядочных людей, а также пророческие песни из сказок и стихов. Также в 2022 году, после полномасштабного нападения России на Украину и каждодневных вбросов на мою страну, в отдельном плейлисте «Культура и культурный код Казахстана», кто не знает, я родилась и живу в Казахстане, по роду я найманка. Также, чтобы не оставлять спойлеров, про разрушение национально-культурных приоритетов, русоцентризм, ксенофобию, опять же, подавление казахской культурной самобытности советской властью, уничтожение интеллигенции, русоцентризм и возрождение культурного кода после обретения независимости. И другой плейлист «Пианисты и композиторы о войне в Украине». В нем высказались Евгений Кисин, Михаил Воскресенский, Антон Батагов, Валентин Сильвестров, Борис Березовский, Валентина Лисица, Андрей Гаврилов и Александра Пахмутова. Безусловно, не могла обойти стороной бесчисленное число советских и российских репрессий интеллигенции. В этом плейлисте про судьбы младшего и старшего братьев-сестер Гнесиных, про отношения Шостаковича и Сталина, про пианистку из советских лагерей Веру Лотар-Шевченко, про нелюбимую пианистку Сталина, про знаменитую приму Маю Плесецкую, про белоэмигранта-фашиста, матерого врага советской власти, как его назвала в свое время советская номенклатура, Сергея Рахманинова, про судьбу опозоренных совком Ростроповича и Вишневскую, про философские пароходы российской интеллигенции, волн которых было несколько, и последний в 2022-2023 годах. Также про антисемитизм в советском детстве знаменитого советского вундеркинда еврейского происхождения Евгения Кисина, про бойкот и увольнение из консерватории Римского-Корсакова, о коммунизме хуже фашизма и о музыкальной жизни Третьего Рейха. Поехали дальше. Плейлист «Музыка из мультфильмов». Разбираю и анализирую музыку из таких мультфильмов, как «Ну, погоди», «Приключения капитана Врунгеля», «Малыш и Карлсон», «Голубой щенок», «Падал прошлогодний снег», «Чебурашка» и песенку «Трус не играет в хоккей». На моем канале на ура заходят запрещенные песни. Кровь рекой, все друг друга оплевывают в комментариях, пытаются что-то друг другу доказать, петушатся, забивают стрелки и обещают расправу. Советую. В плейлисте на данный момент 19 песен. Вынесла в отдельный плейлист песни советских композиторов. Плейлист называется «Плагиат советских композиторов. Кто у кого украл». Нельзя было, безусловно, обойтись без двух плейлистов о русских композиторах и советских отдельно. В них видео с неожиданной информацией о всем известных композиторах, чем и известно мое музыковедческое направление этого канала. Отдельно отмечу видео про Арну Бабаджаняна, Александру Пахмутову, Тихона Хренникова,
Галину Уствольскую, Микаэля Таривердиева, Игоря Корнелюка и видео про Z и X Чайковского. Конечно же, возвращаясь из музыковедческой направленности в пианистическую, я обязана упоминать следующие плейлисты: про мышление пианиста, отдельно плейлист про руки пианиста, про музыкальный слух, про фортепианные школы, плейлист о произведениях для фортепиано, про музыкальную память, плейлист с методиками, где вы найдете видео про методику обучения Алексея Султанова, Сергея Рахманинова, методику Кабалевского, Елены Гнесиной, Нади Буланже, Николая Метнера, Маргариты Лонг, Карла Черни, в целом про историю музыкального образования в России, русские фортепианные школы, про методику обучения Эмиля Гилельса и как пианисту стать профнепригодным. Советы великих пианистов я также собрала в отдельный плейлист. Смотрите, вникайте, используйте. В плейлисте «План урока пианиста. Как заниматься пианисту» собрала только самые действенные и первостепенные видео для начинающих пианистов-любителей. Безусловно, под каждого композитора также свой плейлист. В каждом плейлисте минимум по 5 видео с той информацией, которую вы больше нигде не найдете. Например, если опять же без спойлеров, про золотые клетки и Карабаса-Барабаса в музыкальном мире, гомосексуализм некоторых представителей русского культурного Олимпа, про роды полоумного Сталина на глазах у Шостаковича, затыкание ртов, идеологически верную музыку, специальную спасительную операцию, про белые пачки вперемешку с танками, про кормежку кошачьей едой, про нестерпимые страдания, бойкоты, казни, антинародную музыку, халтурщиков в трансе, алкоголизм и о том, как пишется музыка под градусом. Также предсказания, сектантские мысли, про клоунов, ангелов и демонов в головах, проклятых тварей, русофобские этюды, семейные тайны, проклятия, интриги, версии смерти, насилия и искупления. И это еще не все плейлисты. Осталось еще много разнотематических, но расскажу еще о 2 и закончим. Плейлист «Гениальность». В нем собрала свои видеоэссе про важные факторы гениальности, про приемы вхождения в необходимые творческие состояния, про виды одаренности музыкантов, планы выхода на новый творческий уровень, а также страшные случаи музыкогенной эпилепсии. В плейлисте «Все о музыкальной школе» рассказываю о том, что дает музыкальная школа, что делать, если хотите бросить, как помочь ученику музыкальной школы справиться с бытовыми ученическими задачами, для чего существует и чему учат на разных музыкальных уроках. Как вас дурят, а вы ведетесь. Также о том, изжила ли себя музыкальная школа, про мотивы выбора профессии и многое другое. Не рассказала сейчас про плейлисты «Музыка и фашизм» композитора 20-21 веков, плейлист «Музыкальный слух, музыкальная память», «Мои вдохновения» и плейлист с моей игрой на фортепиано.
Если что, сами разберетесь. Все эти плейлисты я собираюсь вести и дальше. Сейчас очень много планов, тем. Все раскрывать не могу, но могу намеками поделиться. Хочу снять видео про фортепиано, брейн-рот и дофамин, прокрастинацию, кикимору, Иосифа Гофмана, японских и корейских пианистов, про Нейгауза, абсолютный слух, Тиграна Амосяна, советы пианистам от разных знаменитостей, от тех, от кого вы и не могли такого ожидать. Хочу продолжить тематику рейтингов, про причины, почему вы не прогрессируете в игре на фортепиано, про тайм-менеджмент пианиста, точнее про то, как найти время на занятия, если ты весь день занят. Остальные планы оставлю при себе. Работы много, так что жду вашей поддержки, активничайте, это приветствуется всеми, и мной, и алгоритмами YouTube. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!